время со мной поговорить. Спасибо большое. И хочу еще сказать спасибо вам в лице вас и всех остальных добровольцев. Спасибо за мирное небо над головой. Я впервые с вами познакомилась, когда мне попалась вот эта книга. Потом стала за вас спрашивать, и кроме хорошего, скажу честно, мне никто ничего не говорил. Только самые теплые отзывы. Я спрашивала также Гурама Гумбу, он с таким восторгом отреагировал. Гурам Гумба. Гурам, да. Да, Гураму мой большой салам. Я надеюсь, он без ковида, без этих всех штучек прошел. Мы потеряли с Гурамом недавно одного из самых лучших наших коллег, друзей Тимура Акчба. Я сожалею, конечно, что не смог присутствовать там, соболезнования. Я как-нибудь напишу про него, про Тимура, это патриот, это ученый, статью, и как-нибудь в Абхазию переправлю эту статью. Вот это мой долг остался перед родственниками, перед коллегами, абхазскими друзьями. Вот. Спасибо. На самом деле это так бесценно, когда братские народы с такой теплотой относятся друг к другу. Это, мне кажется, самое большое богатство в мире. Я тогда хотела бы начать со строк, которую выделила. Если разрешите, я зачитаю. Это вы автор. Много лет тому назад вы сказали, когда началась война в Абхазии, уже после какого-то времени, вы сказали: меня, представителя аварской делегации из Дагестана в Конфедерации горских народов Кавказа, родная интеллигенция, да и родственники, часто убеждала не отвлекаться на кавказские проблемы, сосредоточиться на чисто дагестанских делах. Я их не послушался. Внутренний голос подсказывал мне, что я прав и не могу так, как они советуют. Не жалел и не жалею, что не послушался. Политическая и чисто человеческая интуиция меня не обманула. Впрочем, как и многих моих коллег и соратников. Мы были правы тогда, в 90-х, мы оказались правы и после. Ибо поступали по голосу совести, внутренней интуиции, никаких расчетов на будущее не строили. Спустя много лет вы не изменили свою точку зрения? Нет, конечно, я абсолютно не изменил. Я придерживаюсь той точки зрения, что мы сделали все это правильно. Это был человеческий долг, это был долг кавказца. Нас объединяет одна история, одни ценности, одна культура. Значит, и дагестанская интеллигенция была в некотором таком отдалении от этих событий. Мы и я считали и грузин своими добрыми соседями. Я лично в 80-е годы выписывал литературную Грузию, восхищался их писателями, их историей. И мои друзья учились в Грузинском, Тбилисском университете, гуманитарное образование, то есть там защищали диссертации. Я лично встречался не раз с Гамсахурди. Но где-то с 89-90 года те процессы, которые пошли в Грузии, они меня шокировали таким региональным шовинизмом, таким отношением к моим землякам, карельским аварцам. Потом это все отразилось на абхазцах, на осетинах. Ну как так можно, на Кавказе мы братские народы. Но деструктивные силы в Грузии победили. В рамках конфедерации мы пытались с ними договариваться. Но то, что случилось после, то как добровольческое движение по всему Кавказу, Северному Кавказу возникло, мы не могли оставаться в стороне, тем более мы сами создавали, сами были активистами Ассамблеи горских народов Кавказа, сами учредили в Сукуми, это было 9, по-моему, ноября 91 года, где и Ардзимба покойный присутствовал, и все лидеры общественных национально-демократических организаций, начиная с Дагестана, включая Абхазии. Все это я очень хорошо помню.
И поэтому в 1992 году, когда все это началось, в августе 1992 года, Госсовет Грузии, причем абсолютно нелегитимный орган, где просто Шеварднадзе прикрывал полукриминальные, а то и вообще криминально организованные группировки, которые скинули Гамсахурди. С Гамсахурди, кстати, можно было еще и договариваться. Я с ним часто встречался, и значит, Грозным после переворота, который устроил тбилисский Тавани в декабре 1991 года, при поддержке Закавказского военного округа, кстати. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, ни о чем я не жалею. Когда дагестанская интеллигенция меня уговаривали, вернее, убеждали, да займись Дагестаном, не можешь свое драгоценное время тратить на далекую Абхазию. Мне пришлось написать серию статей, она называлась так: «Абхазская трагедия и Кавказ большой политики», которая опубликована, эти статьи были опубликованы в «Дагестанской правде», это республиканская газета наша, с тиражом около 40-50, а то и больше тысяч. И тогда, после этой серии, я как-нибудь с архива это все, тогда же не было цифровых технологий, так? Я все это вытащу с архивов в библиотеке национальной. И это отдельная брошюра, это геополитическое осмысление ситуации, историческое и геополитическое осмысление ситуации, которая сложилась в Абхазии. И вот тогда дагестанская интеллигенция гуманитарная сказала: ой, а мы не знали, вот теперь нам понятна твоя позиция, твой подход. И это все нашло уже отклик в дагестанской интеллигенции. Здесь бывали и покойный Константин Азган, и Ашхат Сава, он тогда был вице-премьером. Я им помогал как мог организовать гуманитарную помощь Дагестану. Вот так. Но ведь благодаря вам на самом деле сохранился еще один кавказский этнос. Сегодня, к сожалению, такая тенденция, что... Говорит, благодаря в том числе, ну... В том числе. Но сегодня такая тенденция на Кавказе много где прослеживается. То есть нам бы свои проблемы решить, что нам до других проблем. Но весь Кавказ, на мой субъективный взгляд, с собой неразрывно взаимосвязан. И трагедия одного этноса автоматически ложится на трагедию всего Кавказа. Но как это объяснить горцам? Можно ли это объяснить? Что для этого нужно сделать? Вот в те времена, в 90-м году, ну вообще и 80-е годы, я увлекался историей Кавказа, обработал гору литературы. Я друзьям своим, чеченцам, кабардинцам, абхазцам говорил, когда я читал сборник документов по Кавказской войне, слезы наворачивались. Это было время, когда нельзя было даже в библиотеке взять домой, прочесть историю своего народа. Это было время, когда запрещали знакомиться с научными художественными произведениями, где раскрывалась бы наша история. Не только наша, но и вообще в Советском Союзе были столько нелепых запретов, из-за которых люди могли загреметь и потерять лучшую часть своей жизни в лагерях. Так вот, когда стало возможным говорить правду, протянуть друг другу руку, организовать общественное движение, мы с удивлением увидели, что все то, что написано в этих документах, в том числе я знакомился и с документами по Горской республике, Северо-Кавказской, мы вдруг совершенно вроде бы неожиданно, но тем не менее быстро нашли общий язык. Ты знаешь, я эту книгу, ну это научно-публицистическая вещь, да? Я ее написал на одном дыхании, когда было, сейчас помню,
20, я скажу, когда же это было? Ну, я на мероприятие поехал на этот юбилей. Это было, сейчас скажу, сейчас, да, в 13 году, 25-летие окончания войны, Отечественной войны. Я готовил статью и доклад, а потом думаю, нет, надо написать целую книгу, потому что очень много было спекуляций относительно роли тех или иных республик, народов, значит, с юга России, с Северного Кавказа. И Гурам меня натолкнул на это, и там рецензент, полковник в отставке есть, сейчас я не помню, и Тимур говорит, давай, говорит, напиши. Ну и мы развернули, я развернул эту идею доклада до целой такой книги, научно-политической монографии, чтобы раскрыть всю правду о том, что происходило, что предшествовало войне, что происходило во время, и какие уроки можно извлечь из Отечественной войны 92-93 года в Абхазии. И роль Северного Кавказа. По-моему, после выпуска вот этой книги, ну там спекуляция вокруг истории, ну чуть спали, да? Я так понимаю, но Гурам мне говорил, что так и было. Там. Да, это правда. Там же все на основе документов излагается роль. Объективность. Ваш подход объективный. А? Вообще в этой книге мне нравится объективность. Ну, я там обратил внимание, что на начальном этапе войны роль добровольцев была очень высокая. Первые недели. Согласись? Да, это правда. Согласились. Они потом говорят. был период стабилизации, а потом уже эта роль уже понизилась. Роль абхазцев повысила, самих абхазцев. Я подхожу к оценке факторов роли тех или иных факторов чисто как ученый. Это можно даже математически измерить. Есть такая область, статистические, математические методы анализа исторических процессов. Ну, я особо не владею, но можно поставить задачу измерить роль тех или иных факторов в истории того или иного народа или того или иного государства. Вот за моей спиной книга, монография, значит, Гурама Гумба «Нахи. История». Он пишет о нахах, это научная монография. Там другие книги, где раскрывается наша общность. У меня даже есть теория, которую я хочу развить, как только я освобожусь от текущих дел, в планах написать монографию, как минимум, значит, в течение ближайших нескольких лет, концепция общей кавказско-средиземноморской культуры, как древняя цивилизация, которая заложила основы тех ценностей, которые до сих пор живы. Это генетическая память, общность происхождения, общность культуры, общность ценностей, общность, несмотря на различия в языках, общность мировоззрения, то есть рефлексии, как мы себя оцениваем и как мы относимся к другим. Это очень легко понять, когда ты выезжаешь за пределы Дагестана, там, Чечни, Ингушетии, Абхазии, друг другу сразу находим общий язык. И это все уходит вглубь истории. Когда в Абхазию приезжаешь, абхазцы танцуют точно так же, как танцуют в Дагестане. Как Гурам Гумба говорит, посмотрите, говорит, у грузин национальная одежда черкесская, национальное блюдо хинкалы, ну хинкалы это у нас в Дагестане национальное блюдо, национальный танец лезгинка, значит, папахи. Откуда это? Это когда северокавказская общность занимала огромный ареал территории, начиная, значит, чуть ли не с Анапы и
кончая Курой, Араксом. Они контактировали между собой, торговали, общались. Это была та целостность, которая, несмотря на языковые различия, были объединены на одних ценностях. В Дагестане, в Чечне танцуют точно так же, как в Абхазии. Это элементы культуры, которые идут корнями вглубь. На канале «Культура» объяснял с одной ведущей, я им объяснял через лезгинку психологию и ценности Северного Кавказа. Посмотрите, как они танцуют. Это защитник, это лидер в семье, женщина, девушка, которая с ним танцует, с горцем, северокавказцем. Она хранительница очага, она великолепна, она обаятельна, она держится достойно. И он, танцующий, не имеет права прикасаться к ней. Это элемент культуры, потому что, чтобы не оскорбить ее, чтобы не задеть ее честь, это все уходит вглубь истории. Не одно тысячелетие, 2-3 тысячелетия как минимум. Мы были недавно в Шамильском районе, наверху, высоко-высоко в селе. В Дагестане? Да, и у меня было ощущение, как будто я у отца в деревне или в деревне, откуда родом моя мама. Все то же самое, как будто Село, это... покинули люди, да, горцы? Там есть одно село, которое покинули. Нет, там есть село, ну, мы тогда снимали передачу про братьев Гасан Гусейновых, то есть это вот это село. Да. У них есть там родовые дома, но там никто не живет уже. Они из скал, как будто орлы там жили. Вот так вот из орла. А они уже чуть-чуть ниже живут, совсем немного. Знаешь, наш общий друг, уважаемый, мной любимый Геннадий Алами, он бывал часто у нас в Дагестане, когда это была война, когда нужна была помощь. А когда мы его повели в Гуниб, в горы, а я по дороге рассказываю, значит, это 2 года назад в рамках фестиваля Кунаки, документальных фильмов Кунаки, да. Хороший фестиваль. Да, он говорит, вот теперь, говорит, я понимаю Дагестан, земля. А я, кажется, и не знал ее. А он же думающий человек, поэт, общественный деятель, государственный деятель, патриот. Он побывал в Гунибе, проезжали мы разные селения, Гильгебель, там, Унцукуль и так далее. Он говорит, вот теперь я понимаю Дагестан. Это горная цивилизация, это региональная горная цивилизация с архитектурой своей уникальной. Дагестан многогранный, как Кавказ. Там есть как будто все, по чуть-чуть. Ну да, там все, на самом деле, да. А я вспомнила вот тоже вашу фразу: обыватели никогда не творили историю, только личности. И то, что обыватель может завести собственный народ в тупик. То есть, но ведь личность – это такой маленький процент, мне кажется, или в каждом человеке он есть. Эта личность может проснуться и перестать думать обывательски, ценить вот все, о чем мы сейчас, например, говорим. Ну, я бы не хотел всех людей, значит, обыватель, он на то и обыватель, что жизнь заставляет крутиться, вертеться и думать о хлебе насущном. Он думает о семье, о детях, и эта забота, все это отнимает у него время. Но и среди обывателей появляются люди, которые задают вопросы о том, каков смысл вообще жизни, для чего, что я оставлю детям. Историю творят, конечно же, личности, имеется в виду то узкое меньшинство, которое берет на себя заботу и чувствует ответственность о судьбе народа, о судьбе своего очага, о судьбе региона. Кому Бог много дал, тот берет на себя больше ответственности. И вообще я говорю всем, с кем сталкиваюсь. Мужчина, горец, всегда должен ставить задачи выше, чем его личные возможности.
То есть потолок должен быть чуть выше твоих личных возможностей. Ты должен все время тянуться к этому. В делах. Я имею в виду в делах, что ты после себя оставишь. Наша проблема северокавказцев в том, что мы слишком много внимания уделяем тем внешним атрибутам успеха, которые нас отвлекают от реальных атрибутов успеха. Дома, крутые тачки, крутые дачи, крутые дома. И в погоне за этим они теряют то, за что они несут, как мужи, ответственность. Это и видно и в Абхазии, это видно и в Дагестане, к сожалению. Да. А как это побороть? Горский нравственный стержень может как-то направить на правильный путь? Или в какой момент мы ломаемся и отдаем внимание другим ценностям, которые на самом деле не должны нас отвлекать? Это все начинается с семьи или в какой-то момент? Это такое конкурентное мышление. Это признак такой достижительной мотивации. Достижительная мотивация. То есть достиг ты какого-то стандарта жизни, уровня жизни, чтобы ты не потерял лицо. У горцев Кавказа, точно так же, как у китайцев, есть некие признаки, по которым можно характеризовать человека, как он не потерял лица, он защитил семью, он обеспечил какой-то минимальный достаток. Значит, и ему не стыдно за прожитую жизнь. Вот что такое достаток, стандарт? Это же подвижная категория. Во что превратили мы свои свадьбы? 1000 человек, 500 человек. Это хвастовство, это в Дагестане есть такая поговорка, в моем родном селе два брата. Один брат построил дом, второй брат, значит, идет ночью, измеряет длину и высоту дома, делает ровно на полметра выше и метр длиннее дом, чтобы дом был не хуже дома брата, и чтобы он в этой конкуренции, значит, не проиграл. Это между братьями, между двоюродными братьями, людьми, которые живут в одной общине, джамаате. То есть это все в глубине души у кавказцев сидит всегда. Я на это обращал внимание и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Абхазии. Значит, как это побороть? Здесь ислам, если человек проникся реально ценностями ислама, там есть идеи, которые помогут человеку побороть эту страсть к вещам, страсть к внешним атрибутам успеха. Там есть четкое принципы, которые говорят, человек после себя оставляет знания, человек, там не такие глупости не перечислены, как человек там построил дом. Это само собой разумеющаяся вещь. Сам пророк Мухаммед, саллаллаху ассалам, жил в такой простой хижине. А что он оставил? Он оставил такой след истории, который ему дает, не ему дает, а нам дает информацию. И любые компьютерные программы, значит, любые программы, которые вычисляют, какая самая выдающаяся личность в истории человечества, и они говорят, да. Мухаммед. Угу. Он не оставил дома и дворцы, он оставил после себя принципы, он оставил после себя вероубеждение. А
Есть еще хадис в исламе, который говорит, что знающие – это наследники пророков, то есть настоящие ученые. Ислам требует от мусульман, чтобы они искали знания. А знания не должны оставаться в туне, они передаются последующим поколениям. То есть знание и жизнь по совести. Не совершать грехов, быть достойным гражданином своей общины, своего народа, своей страны. Вот так. Но ведь человек так думает, сегодня я здесь чуть-чуть уступлю своей совести, немножко поиграюсь. Могут ли быть компромиссы с честью? Или может ли быть оправдание, ну, мне угрожали, или мне было сложно, или меня подкупали, я бедствовал, или еще что-то, и поэтому я сделал не очень хороший поступок? Есть такое понятие иман, вера, вероубеждение, акида. Если с верой проблемы, то проблемы с совестью, проблемы с честью. Честь от слова честность, честь. То есть человека вынуждает, сама система вынуждает идти на сделки с совестью. Как правило, это люди после внутреннего такого борения все оправдывают тем, что за мной семья, мои родственники, от меня зависит то, другое, третье. И вот отсюда начинаются доносы, отсюда начинаются неправосудные решения. Когда, например, в Махачкале судья говорит, а что я сделаю, там приехал там, с Москвы этот силовик и сказал, делай так. То есть судья, они уже, я говорю, нужно здесь составить серый список из этих людей, которые идут на сделку с совестью. Слушай, ты по закону должен принимать решение, а он принимает решение по указке сбоку. Не сверху, а сбоку. От силовых структур. Я анализировал в рамках целой серии материалов, новое дело, еженедельник отдал, значит, к столетию Дагестана. Я анализировал документы, как 30-е годы на основе доносов, ложной информации. Тысячи людей отправляли на смерть или в ГУЛАГ. Мои оба деда так погибли. Деда брат погиб. Да, моего тоже братья. А когда я дядю спрашивал, отца у меня не было, эти люди, которые доносы, мы же должны с них спросить, что говорит, это Всевышнего Бога, он их накажет. Вот такая вещь. Люди должны помнить, вера заключается не в том, что ты каждый день голову расшибаешь в молитвах. Это нужно. Это дает тебе, держит тебя в определенном коридоре такого образа и стиля жизни, ты сильно не отклонялся. Но вера заключается в том, что ты жил согласно совести и не уронил честь. И эти компромиссы, они потом будут отражаться в угрызениях совести. Мы же не можем сказать, что у него нету совести. Но некоторые экземпляры попадаются просто, это исчадие ада, это вот маленькие шайтаны, облеченные властью, которые могут наказывать и миловать. И это страшно. Мы называем имена этих людей и говорим, вы рано или поздно будете отвечать. Если не в этой жизни, то в другой. Но вся беда в том, что они не верят в потустороннюю жизнь, в потусторонний мир. Вот проблема в чем. Они не задавали себе вопрос, что придется отвечать перед Всевышним. Я замечаю часто, что
вы заступаетесь за угнетенных людей? То есть или какие-то сложные дела, и люди могут к вам обратиться. Вам тяжело вообще находиться в Дагестане и заниматься тем, чем вы занимаетесь? Можете ли вы сказать, я устаю? Мне тяжело от бессилия, упираешься в стену. Значит, какие-то позитивные движения делает нынешний временно исполняющий глава Сергей Алимович. Но, еще раз подчеркиваю, там очень много таких дел, где пострадали целые селения, семьи, фамилии, когда потеряли своих молодых ребят абсолютно безосновательно по причине бессудных расправ, по причине их вероубеждений, значит, произвольных толкований того, что такое экстремизм и терроризм. Абсолютно произвольных толкований. Это все я интерпретирую как неявно скрытую борьбу с умными, практикующими, правоверными мусульманами. Это борьба с исламом, скрытая борьба с исламом. А для чего? Я об этом говорил и писал в статьях. Можно построить сколько угодно мечетей. Да. Но эта сторона проблемы остается актуальной в России, на Северном Кавказе тоже, когда страдают люди, абсолютно произвольно какой-нибудь там районный суд где-нибудь в Хабаровске или Чукотке объявляет какой-то текст, вернее книгу или комментарий к Корану, или там произведение исламского ученого экстремистское. Понимаете, что они понимают в исламе? Это просто, это политика. И здесь я с сожалением отмечаю, что облеченные властью духовное управление, которые все знают, лидеры духовных управлений там, в Москве, не проявляют должной активности, чтобы защитить в этом плане ценности ислама, ценности мусульман и самих мусульман тоже. Я как-то разговаривал с одним человеком, духовного управления. Вы хоть защитите этих людей, сколько людей погибло. Братья Гасан-Гусейновы, это, если бы народ в общине, джамаате не отнял труп у начальника РОВД, то они приписали бы, влепили бы там, значит, что это два террориста с автоматами и прочее, прочее. Народ там возмутился. Забрали труп, доказали, что их застрелили. Вот здесь еще могу я другие случаи рассказывать. А однажды обратились, когда забрали с трапа самолета одного молодого человека, буквально через час-полтора-два обратились. Я позвонил куда следует, там разобрались, отпустили. То есть звонок мой совпал, через полчаса его, значит, отпустили. Ну, серьезно помяли ему бока. Вот таких случаев здесь в Дагестане было очень много. Это невозможно. На этом фоне ты чувствуешь, делаешь то, что ты можешь делать, должен делать, но чувствуешь бессилие. Ну, ведь я хочу задать вам вопрос, можно ли это остановить? Я понимаю же, что можно в глубине души. Остановить? Да, но просто, может быть, это кому-то просто нужно. Это, понимаете, это здесь политика.
Здесь и экономика тоже. Под предлогом борьбы с терроризмом сюда загоняют большие отряды силовиков. Определенный режим, значит, устанавливается, в каком они должны работать. Большие командировочные. Считается, что они, командированные силовики здесь, работают в условиях чуть ли не войны. Понятно? Никакой войны здесь нет. С этим терроризмом давно разобрались. Так? Но выгодно выкачивать с федерального бюджета средства на поддержание порядка, стабильности в регионе, и что якобы местные правоохранители, местные нацгвардейцы не разберутся без них. Да еще как разберутся. Так? То есть режим, контртеррористический режим, объявленный когда-то очень высокий уровень опасности, ее надо снизить. У меня есть научная такая статья, публикация, когда я работал заместителем председателя экспертного совета при антитеррористической комиссии в Белом доме, правительстве, когда я там был советником. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с экстремизмом и терроризмом. 50 источников используют там, зарубежные и отечественные. Я доказываю, что когда ситуация разрешилась, проблема решена, законы надо менять. А у нас в России однажды принятые законы и подзаконные акты, вот на них опираются и все продолжают бороться с тем, чего нет. А если ее нет, ее надо выдумывать. К чему это может привести? Понятно, да? На ровном месте создавать ситуацию и говорит, вот здесь до сих пор актуально, потому что здесь горячая точка. Но если не изменят они ситуацию, ведь это реально к чему-то да может привести, отрицательному, для самого правительства в первую очередь. Ведь невозможно так постоянно действовать. Это терроризм государственный. Да. Да, под предлогом борьбы с терроризмом, которого уже нет, применяются методы очень близкие к терроризму, держат людей в страхе. Это очень серьезно. Здесь политика заключается в том, что ведется борьба с исламом. Экономика заключается в том, что в федеральном бюджете выделяются огромные средства на антитеррор. Командировочные расходы, год за полтора, то есть стаж. Значит, те, кто прослужили здесь в прокуратуре, будут это или там ОМОНовцы, получают звездочки. Им очень понравилось, в Дагестан приезжат. Там конкуренция в разных регионах России за право поехать в Дагестан, где абсолютно не опасно, где очень все тепло, вкусно. Люди тоже неплохие. Они приезжают сюда с чувством настороженности, страха. Они же ничего не знают. Что такое Дагестан? Для них что Афганистан, Дагестан, Пакистан это одно и то же. Абсолютно люди невежественные в плане истории. Их, правда, там готовят, но будьте вежливы, не надо там грубить. В этом плане особо проблем нет, по-моему. Но, тем не менее, через месяц-два осторожно страх сменяется. Ой, как здесь хорошо, давай-ка я еще раз приеду. Даже были попытки купить дома в горах. Им там очень понравилось. Ну, наши же люди такие, они могут продать дом только своим односельчанам. Это негласная норма. Чужаку там не продадут. Это там соседская община, джамаат, ты знаешь, они регулируют эти вопросы. Закон законом федеральный, но у нас свои законы. Ему вежливо, Ивану Ивановичу вежливо намекнули: брат, ты приезжай сюда в гости, а дом ты не имеешь права здесь покупать. Хотел здесь в Дагестане дачу приобрести в горах, там великолепная природа, вкусное мясо, сушеная колбаса, фрукты, овощи, все экологически чистое и так далее.
Мне сказали: парень, езжай домой. Вы сколько, 28 или сколько национальностей в Дагестане? У нас, я ссылаюсь на, ну, по-моему, это Страбон говорил, да, древнегреческий историк, географ, когда образовали Кавказскую Албанию, там написано у него 26 народов во главе со своими правителями организовали одно государство, Кавказскую Албанию, после похода Александра Македонского, когда была разрушена империя Ахаменидов, и этой возможностью эти народы воспользовались и организовали государство Кавказская Албания, 26 народов. И эта цифра 26 четко коррелирует с количеством этносов в Дагестане. Лезгиноязычные, лезгины, хинологи, удины, еще какие-то там есть. Аварандаязычные, андийцы, багвалал, чамалал, ахвахцы, каратинцы, цезы и так далее. Ну, где-то 20 с хвостиком. Это однозначно. Это четко коррелирует та цифра, так, с количеством этносов в Дагестане. Понятно, да? А эти цифры, которые гуляют там 100, 50, 40, это абсолютная чушь. Там этносам причисляют, скажем так, субэтнос с диалектом. Диалектные различия могут же быть. Да. Да, извините. Да, а так языковые различия в Дагестане не имеют особого значения. Это дает о себе память, историческая память о единстве Кавказской Албании. Это 2300 лет назад. 2300 с хвостиком. Вот. После империи Ахеменидов была империя селевкидов, то есть эллинистической, на эллинистической основе, имеется в виду после похода Александра Македонского. Так вот, империю селевкидов Кавказская Албания не входила. Не входила. Она самостоятельно и воевала и с Персией, и с Римом, потом и с Византией, но постепенно, как шагреневая кожа, сжималась, прижимаясь к горам, к отрогам Кавказского хребта. Но это богатая. Эта память о себе дает знать. Мы с даргинцами, лакцами, кумыками, лезгинами, табасаранцами быстро находим общий язык. Внутренние разборки, да, есть, но тем не менее, по образу жизни, по стилю жизни, по ценностям, по культуре. У меня есть теория, что этногенез дагестанских народов проходил в районах Передней Азии, вокруг Урарту. Это начиная с Каспийского моря и до Восточной Анатолии, районов востока около Турции и на территории, где Кура, Аракс и так далее. Ну и это сейчас долго рассказывать. Как-нибудь я напишу на эту тему свои рабочие гипотезы на основе научной реконструкции истории происхождения народов Дагестана. Потому что такое обилие языков нельзя объяснить тем, что эти люди жили в этих ущельях, в горах. Это все, этногенез проходил там, в этом огромном ареале. Ну, это автохтонные народы, это в любом случае очень древние, очень древние. Есть такая целая наука, которая через язык может доказать древность народа. Это называется глотохронология, по-моему, да. Вычисляют, определяют, есть там формула даже определенная. Значит, этим занимались ученые, выдающиеся русские ученые, Дьяконов, Старостин, Вячеслав Иванов. И они
Первые языки, кавказские языки пришли, ну, таким почти революционным выводом, которые где-то поломали устоявшиеся представления о кавказцах как каких-то таких реликтах. Они даже доказывают, что в индоевропейских языках есть заимствование с древнего кавказского языка, Да, да. северокавказских языков. А заимствование какого плана? От плана, характеризующего это заимствование, передающие название орудий труда, значит, скотоводство, земледелие и так далее. То есть после неолитической революция у кавказцев прошла раньше, чем у индоевропейцев. Ну да. Ну, Неолитическая революция – это переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводство, домашнее скотоводство, растениеводство, полеводство, соответственно, оседлый образ жизни, каменные дома. Ну, все историки, археологи России признают, бывшего Советского Союза признают, что на территории Советского Союза самым древним очагом земледелия и домашнего скотоводства была чохская стоянка. Чох – это в самом сердце Дагестана, в Дагестане. Это к нему имеют отношение в равной мере все дагестанские народы и предки Нахал. Неолитическая революция отсюда началась. Потом куро-арабская культура, она генетически связана с чохской. Чохская стоянка, это, сейчас скажу, 7-8 тысяч лет назад. 7-8 тысяч лет назад. Почему спросила у вас про народы Дагестана? В 2008 году вы хотели организовать съезд всех народов. Нет, в 2020 мы еще... Да, в 2019 мы организовали оргкомитет по подготовке юбилейного съезда к столетию, значит, образования Дагестанской автономной ДССР, Дагестанской республики. Мы думали, предполагали, что сумеем убедить власти, значит, провести этот съезд не для танцев и песен, не для песен и плясок, а для того, чтобы осмыслить тот путь, который прошел Дагестан за 100 лет, да. Какие проблемы перед нами стоят, по какому пути развиваться, какую стратегию нам надо выбрать и в политическом плане, не подвергая сомнению целостность Российской Федерации, поскольку на этом съезде, первом чрезвычайном съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 года была объявлена автономия Дагестана. А там были разные варианты. Это был период, когда 19-й год, 18-й, 19-й, 20-й год на Северном Кавказе схлестнулись три политические линии. Первая – это шовинистическая, единая и неделимая Россия в лице добровольческой армии Деникина. Вторая – независимость в лице Северокавказской Горской республики с центром, со столицей Темирхан-Шуре Буйнакске, это в Дагестане. Кстати, эта независимость они объявили тогда, когда увидели, что в России начинается анархия после большевистского переворота, после большевистской революции, Октябрьской революции. Россия в разнос. И почему они решили... Была гражданская война, и чтобы сберечь свои народы, чтобы эта волна гражданской войны не хлынула в Дагестан, они объявили 18-19 мая 1918 года независимость. Но эту независимость надо защищать. Защищать ее надо было от деникинских войск. К сожалению, они не сумели ее защитить. В народе были сильны лозунги. В народе вот эта идея независимости, она не витала. В Дагестане, во всяком случае, и в Чечне, идея шариата.
Если Деникин признает, ну, Деникину наплевать на шариат, там, на ислам. Он привел сюда войска казаков. Ну и горцы поднялись. В Чечне, Ингушетии, в Дагестане поднялись. И Деникину пришлось 100 тысяч из своих 200 тысяч войск отвлечь на Северный Кавказ. Потом он очерки русской смуты писал, он сожалел о том, что, ну, такое косвенное выражение сожаления о том, что он не договорился с лидерами горского правительства. Это вторая установка была. А третья — это советская, большевистская установка на национальную автономию. Это, скажем так, ленинская установка. Это мир народам, автономия, независимость народам. Это было более прогрессивно, чем деникинская установка. Большевики за счет этого и победили, собственно, в Советском Союзе. Но потом, впоследствии, оказалось, что это была тактическая уловка. Автономию постепенно свели на нет. Шариат, то есть это свод законов, которыми руководствуются мусульмане, ее был отдел шариатских судов при наркоматах юстиции Чечено-Ингушской республики, Дагестана. Это все отменили в 1927-1928 году. Коллективизация, индустриализация, борьба с контрреволюционерами, буржуазными националистами, и пошел большой террор, к сожалению. А так, вот эти три установки столкнулись, но потом 90-е годы частично восстановили автономию в Дагестане, не без оглядки на Москву. Дагестанский парламент принимал законы, создали конституционное собрание, Госсовет. Худо-бедно мы прошли этот этап без мордобития, сохранили мир, согласие между народами. В Госсовете были представлены, ну, почти все нации, национальности, не этносы. Этносы — это более мелкая, как бы, таксономическая единица, нация, национальность. А 2000-е годы, с 2003-2004 года опять начался процесс свертывания автономии, лишения их прав, централизация. Российская Федерация, она не федерация. Мы потеряли много своих прав, нас поставили на одну доску там с Пензенской областью, Ивановской, значит, Псковской и прочее. Когда как нужно подходить к Дагестану с позиции того, что никто не отменял принципы, заложенные еще в 1921-1920 году о национальной автономии Дагестана. Принципы, которые были заложены в Конституции Дагестана 1994 года. Да. Мы провозгласили себя как суверенное государство в составе Российской Федерации. Понятно? Да. Да. Ну, в этом отношении я анализировал принципы федерализма в Германии, в Канаде, в США. Ничего подобного в России нет. Понимаешь? В Испании. Испания, Каталония, страна басков. В ней это национальная автономия. На национальной этнической основе построена. В Бельгии 3-4 нации. Бельгия была унитарным государством. Как только в 60-м году разрешили их священникам, римский папа разрешил вести проповеди на своих языках, валлоны, фламандцы, немцы, там еще какая-то группа есть. Сразу пошли процессы как бы национальной идентификации в 60-м году. И Бельгия превратилась в федерацию. Почему нас не разрешают? Это мой ответ шовинистам, типа этого Жириновского, и даже Навального я считаю шовинистом. Хотя отдаю должное его мужеству.
Ну, вот так. Почему в России так? Почему у нас не может быть, как в Европе, с таким подходом? Боятся? Что-нибудь полегче спроси. У России своя история, отличающаяся от Европы. Россия формировалась как унитарная централизованная империя. Но даже в царской России учитывали национальные особенности и формы правления, политического устройства в Финляндии, в Польше, на Кавказе, на Северном Кавказе, в Средней Азии были построены с учетом истории этих народов, государственности этих народов. Хива, Бухара, Кахетия, Абхазия, Сухумская область, Дагестанская область. В Царской империи, в Российской империи учитывали эти национальные особенности, когда применяли законы. Ну, допустим, там, где проживают мусульмане, действовали несколько законодательных систем, то есть в принципе биюридизма. Имперские, российские, общероссийские законы применялись к определенным в судах, если уголовные очень тяжкие преступления, применялись общеимперские законы. Так, будь любезен, живи по российским законам. Какие-то мелкие споры, которые замыкаются на мировых судей, они решались на основе или шариата, или адата. Адатные нормы это не шариат. Ну, то есть гибкий был подход. Главное, чтобы люди, народы не ломали их культуру. А культура, она отражается и в правовых нормах. Но в политическом отношении, конечно, лишили самостоятельности, лишили многих прав. Только на уровне местного самоуправления там выбирались судьи и главы сел. Вы сказали, вернее, у вас в этой книге написано, что в самые сложные времена в Абхазии появлялся лидер. Нам, абхазам, это известно. Я удивлена, когда читала ваши строки об этом. И вы привели в пример Владислава Ардзимба. Каким вы его можете вспомнить, охарактеризовать? Вы знали его лично? Ардзимба? Да. Ну, конечно. Ну, я не могу похвастаться, что я его друг. Но мы друг друга знали, встречались еще в Москве. Это была такая встреча, когда собирались. Это был период, когда Горбачев объявил там, что все республики равны, автономные, советские, союзные. Ну, такая политика шла. Борьба Ельцина с Горбачевым. А Ардзимба, это, конечно, и выдающийся ученый, и выдающийся политик, это настоящий сын своего народа. Он внес лепту в восстановление государственности народа. А вторая встреча была, когда делегация Ассамблеи горских народов из Дагестана, в основном там ядро было я и один духовный лидер. Мы с большой делегацией приехали в Сухум, это было в 90-м году зимой, и участвовали нас двоих, я и этот духовный человек, пригласили на заседание сессии Верховного Совета Абхазии. Мы там сидели, слушали, потом выступили. Я выступил, вел сессию Ардзимба Вячеслав. Потом выступил этот духовный, мы его называли муфтий Северного Кавказа. Мне поаплодировали абхазцы, а грузины жиденькие аплодисменты. Потому что в парламенте заседали и грузины, и абхазцы. Понятно. А этому духовному, очень мудрому человеку, первому политическому заключенному на Северном Кавказе, его в 1957 году посадили за... Он был молодой человек, он участвовал в фестивале молодежи, Всемирном фестивале молодежи в Москве,
Он был, ему было лет 17-18, он был заместителем муфтия Северного Кавказа, учился в Бухаре, знал арабский язык и передал какому-то руководителю иракской делегации записку: в Советском Союзе преследуют мусульман, ведется борьба с исламом, помогите нам защитить себя. Он такой романтик. Да, это романтик мог сделать. Вот немедленно эту записку передал КГБ, и его судили и на 7 лет закрыли в мордовских лагерях. Но он там получил хорошую прививку, очень высокообразованным стал. С ним сидели там русская интеллигенция, там еврейская интеллигенция. Он цитировал Достоевского, Толстого. Такой широко образованный человек был. И он выступил очень мудро. Магомед Расул Мугумаев, покойный, аварец Музавского района. И грузины, и абхазцы аплодировали. Он выступил с позиции таких общекавказских ценностей, что мы все под Богом ходим и так далее. Это было примиренческое. Потом сидели с Арзимбо еще, значит, во время войны, с гуманитарной помощью привозил. Потом после завершения этой всей кампании в октябре 93 года, в конце сентября 93 года, подарил ему хороший кинжал кубачинской виделки, такой серебряный, от имени дагестанской делегации. Потом еще где-то в конце 90-х или в начале 2000-х была встреча. Ну, Арзимбо — это явление, это феномен, до сих пор недооцененный. То, как он себя вел с некоторыми шовинистами, которые привыкли разговаривать свысока с кавказцами, с Арзимбой, вернее, с абхазцами тоже. Он ставил их на место очень четко, жестко. Мы все это знаем. Сейчас не хватает таких ярких несколько человек, которые бы сплотили нацию. Хорошо, спасибо большое, было очень интересно с вами. Спасибо всем моим друзьям, абхазцам, хорошим знакомым привет, начиная с Гурама, начиная с его семьи, начиная Спасибо большое. Всех моих близких, и Геннадия Аламия. Ну, спасибо за то, что Спасибо. так интересно вроде бы побеседовали.